Всем доброго утра. Я бы сказала раннее утро, но уже не раннее утро, потому что уже 15 минут восьмого. Дорогие друзья, этот ритуал называется «Я отрекаюсь от тебя». И этот ритуал будет очень нужен женщинам. Женщинам, которые хотят освободиться от человека недостойного их любви. Я очень много слышала рассказов, да и в моей жизни случалось такое. Когда мужчины для того, чтобы вернуть женщину, были готовы на самые грязные подлости. Но вернуть не потому, что они любили ее, потому что если бы любили, не потеряли бы, а вернуть, чтобы дальше пользоваться ею. Самое омерзительное, когда человеку нет дела до твоей боли, когда человеку все равно, когда ты не можешь докричаться до него и объяснить: мне больно, ты делаешь мне больно, я не могу это вечно терпеть, однажды я уйду и больше не вернусь. Однажды ты меня потеряешь. Все мужчины почему-то считают, что они настолько безупречные, незаменимые, что женщина будет вечно терпеть и даже не подумает о том, чтобы уйти и освободиться. Когда приходит момент, и женщина больше не желает видеть его, знаете, многие женщины мне говорили такую фразу: я любила своего мужа больше жизни, но он сделал все, чтобы я его ненавидела. Вот они делают все, чтобы их возненавидели. Алкоголь. Человек пьющий, он не человек. Человек пьющий как сексуальный партнер, как друг, как любовник, как любимый человек. Он никто. Это человек безответственный, который не несет ответственность за свои поступки. Вначале женщина пытается ему помочь, потом становится обидно, потому что дома нечего есть, его это не интересует и не волнует. Он никогда не спрашивает, как она работает, как она зарабатывает, что при этом случается. Он берет последние деньги, уходит. Это омерзительная боль души. Это адские муки. Такое ощущение, что твою душу пропускают через мясорубку. Абсолютное безразличие. Женщина хочет, чтобы у нее спросили: как твои дела, как ты себя чувствуешь. Но у нее только спрашивают: дай денег, дай кушать, я хочу спать, я хочу отдохнуть. Женщина живет с телом, нет души. Души не существует. Она сначала жалеет его, потом это превращается в ненависть, потом ужасное желание избавиться, что-то ее останавливает. Может быть, страх, может, безысходность, может, некуда деваться пока еще. Разные бывают моменты. А чаще всего мужчина не желает уйти. Эти твари, такого подобия существа, они никогда не уйдут, дорогие друзья. Никогда не уйдут оттуда, где есть выгода, где можно пользоваться. Нет никакой любви, нет ничего. Человек может взять твои последние деньги для своего удовольствия, тебя же еще и послать, и спокойно уйти. А потом на твой вопрос: а тебя вообще интересует, как я это зарабатываю? Тебя интересует, как я себя чувствую? Тебя интересует, болею я или нет? Да пошла ты! Естественно, со временем каждая любовь, даже самая страстная, умирает. Уступает место разочарованию, ненависти, безразличию, злости, обиды. Есть мужчины, которые делают все на свете, чтобы женщина, которая их безумно любила, начала их ненавидеть всей душой. И бывают такие моменты, когда женщине хочется, чтобы он умер. Серьезно, чтобы он умер, чтобы его не стало. Потому что легче смириться с этим, чем понимать, что ты отдала столько лет жизни человеку абсолютно недостойному этой жертвы. Дорогие друзья, многие мужчины удивляются, с чего это вдруг, после как проснуться, да, от горького похмелья,
как эта жена ушла к другому, почему она полюбила другого, да и изменила в конце концов, почему. Они же такие безупречные красавцы. Да потому что с алкашом нет удовольствия. С ним нет удовольствия ни в постели, ни в жизни. А женщине хочется с кем-то поговорить. Душа нужна, понимаете? Душа, дорогие мужчины. Нам нужна душа, общение. Не только эти сантиметры нам важны. Нам душа нужна человеческого, которого нет. Нам нужен рядом человек, который нас защитит, поможет, который за нас, в конце концов, морду кому-нибудь набьет. Если человек вечно в пьяном угаре, он уже не человек, уже интереса к нему нету. Понимаете? И не только в пьяном угаре, да и вообще в скотском поведении, мерзком, нечеловеческом, безответственном. Если человек тебя оставляет на улице посреди ночи, сам едет гулять куда-то, таких случаев много, то что-то внутри умирает. Потому что человек, который любит, привезет до дома, довезет, поднимет домой, сам поедет, если ему действительно куда-то надо. Ни один достойный мужчина не отпустит женщину вот так на улице. Женщина прощает, 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 слепо прощает до того момента, пока есть какие-то чувства. Она себя обманывает. А вы на секунду поставьте себя на место него и представьте, что вы мужчина и рядом с вами любимая женщина, как они говорят. Вы бы оставили ее на улице, вы бы не переживали, а вдруг с ней что-нибудь случится. Ну, мало ли. Вы бы оставили ее на улице? Нет. Когда человек не сострадает, не заботится о тебе, когда ты болеешь, тебе плохо, поставьте себя на его место. Если бы он болел, вы бы его оставили, вы бы сказали, что у вас более важные дела. Нет. Это говорит о том, что этот человек вас не любит. Никогда не верьте, дорогие женщины, этим пустым словам. Люблю, ты не знаешь, а я ради тебя на все готов, да я все сделаю. Ничего не сделает никогда. Ничего, даже в момент опасности будет придумывать всякие разные обиды, чтобы слинять и вас оставить с этой опасностью наедине. А когда все уже решится, слова будут такие, знаешь, ты сама меня выгнала, ты сама вот довела, чтобы я ушел, ты же сама не хотела, чтобы я вот за тебя заступался. Не то, что ты не хотела этого, ты видела, что он не особо стремится, поэтому для того, чтобы потом тебя не винили во всех смертных грехах, ты говоришь, ладно, уезжай, уезжай, я сама решу эту проблему, уезжай. Вот видишь, ты сама меня выгоняешь. А если бы ты был мужчиной, ты бы сказал, никуда я не поеду, я решу эту проблему, потом уеду. Мне не к спеху. Так вот, они трусливо ищут причину, чтобы сбежать и оставить тебя один на один с этой проблемой. Как правило, они бьют в самый тяжелый момент твоей жизни. Знаешь почему? Потому что у тебя нету сил в этот момент устраивать разборки. Вот умер отец, мать или еще что-нибудь. В этот момент самый подходящий, чтобы мужчина предал. Как всегда, всегда так. Ребенок заболел, ребенок умер, не дай бог. Вот в этот момент мужчина говорит, я ухожу, или линяет просто, слинял по-тихому, забрал украшения, деньги из дома, все забрал и ушел. И вот у женщины нет ребенка, она приходит домой и видит, что муж ушел без объяснений, денег не оставил даже на жизнь, ничего не оставил. Вы можете представить, какие на земле живут подлые существа? Ведь человек, который родила тебе ребенка, которая жила с тобой столько лет, они уходят в самый страшный момент для того, чтобы у тебя не было просто сил на разборки, у тебя не было сил на выяснение отношений, и ты уже ничего не хочешь. Ну и ушел. Но, знаете, если ушел, это вам повезло. Потому что основное количество подобных существ, они до последнего держатся, потому что знают, что могут тебя еще использовать. До последнего, дорогие друзья, более всего раздражает слова «я тебя люблю», «я тебя все-таки люблю». Я вам скажу честно, в моей жизни бывали такие ситуации. Вот слова человека «я тебя люблю», когда человек тебя оставил без ничего умирать,
и через некоторое время появляется и говорит: я тебя люблю, ты же знаешь. Вот в этот момент хочется что-нибудь тяжелое, чугунное взять, просто ударить, убить его, чтобы он заткнулся, чтобы его никогда в жизни больше не видеть. Это настолько омерзительно. В этот момент эти слова «люблю» так мерзко звучат в твоих ушах, потому что человек, который тебя в самые тяжелые моменты жизни оставлял, избегал, говорит тебе, что как же ты, тебе не стыдно, ты же понимаешь, что я тебя люблю. Понимаете? Еще самый омерзительный аспект, когда сваливают на тебя свою подлость. Когда пытаются тебя сделать подлой, чтобы свою подлость списать на тебя. Это не я, подонок. Это не я тебя довел за эти годы. Это не я сделал так, что ты меня возненавидела и устала от меня. Нет, это ты гулящая, это ты проститутка. Это ты на стороне кого-то нашла, я что, не знаю? Когда ты объясняешь человеку: послушай, мне больно, больно, ты мне боль причиняешь, ты понимаешь, мне больно, ты мне причиняешь боль каждый день, и уже я начинаю тебя ненавидеть. И тут же ты слышишь в ответ: могла бы и не искать причины. Я прекрасно знаю, что у тебя там другой появился. Знает он отлично, что у тебя никого нет. Но хочет приписать тебе, понимаешь, это не он дерьмо, а это ты дерьмо. Ты гулящая баба. Поэтому и такого замечательного, золотого парня обижаешь ни за что. Потому что ты же нашла другого. Ну скажи сразу, что ты нашла другого. Зачем ты говоришь, что я сам подонок? Я нормальный, я-то нормальный человек. Я помню слова моего бывшего мужа. Вот вечно во всех разговорах у нас каждый разговор заканчивался так: я-то нормальный, я-то понимаю, я-то правильно все делаю, я-то нормальный, я-то нормальный. Это настолько, эта фраза мне надоела, боже мой, я-то нормальный. Ужасает, омерзительно становится на душе. Еще есть такой трюк, когда начинает тебя запугивать, начинает тебя унижать этим, что ты посмотришь, что я с тобой сделаю. Самое омерзительное, дорогие друзья, это когда ты делаешь для человека очень много хорошего, а в ответ ты слышишь: ты еще увидишь, как я тебя опозорю, ты увидишь, как я твою жизнь сломаю, ты посмотришь, что я еще сделаю, ты меня плохо знаешь. И ты начинаешь перебирать в памяти, сколько раз в самые тяжелые моменты жизни этого человека ты была рядом, когда не было ни друзей, никого. Сколько раз ты отдавала последнее, чтобы помочь этому человеку. Сколько раз ты на себя экономила, чтобы его чем-то порадовать. И после всего ты слышишь слова: ты посмотришь, что я с тобой сделаю. Да ты еще меня не знаешь. Да ты еще пожалеешь 1000 раз. Это так омерзительно, когда тебе за добро, за любовь платят не просто неблагодарностью, а угрозами, злом, понимаете? За добро отдают зло. Это так страшно, это так мерзко, что после этого не хочется никому верить на этой земле. И многие женщины это прошли. Я описываю эту ситуацию, но каждая сильная женщина это прошла в своей жизни, дорогие друзья. Каждая. Вместо «спасибо» угрозы. Вместо самокритики «я-то нормальный». Понимаете? Вместо того, чтобы отпустить, поняв, что ты омерзителен этому человеку, делать все на свете, чтобы вернуть и пользоваться дальше. Не для того, чтобы раскаяться, и вот теперь я понял, я хочу вот тебя осчастливить. Нет, вернуть, чтобы дальше пользоваться тобой. Или ты зарабатываешь пользоваться, или, может быть, с тобой спокойно, с тобой успокаивается человек, отводит душу. Пользоваться в любом случае, не любить тебя. Нереально. Если это длится годами, дорогие друзья, не обманывайте себя, не меняются такие люди.
Если у человека нет самокритики, и ты объясняешь ему, понимаете, иногда бывает разговор, как будто ты говоришь с животным, как будто ты говоришь со стеной. Вот, ну, животное и то понимает твои эмоции, животное все равно даже сравнить не хочется, потому что животные все же, понимаете, святые существа, они нас слышат, понимают, они сочувствуют. Собаки, кошки, когда человек плачет, они подходят, пытаются утешить. Этот человек ниже животного. Ощущение, что ты говоришь вообще в пустоту. Ты говоришь, ты понимаешь, что ты мне причиняешь боль. Человек отмахивается. Вот да хватит уже, достало. Ага, ну и чё? Ну вот я такой, и чё? Ну ты же обещал, что ты больше так не сделаешь. Ну сделал, и чё теперь? Ну и что? Понимаете, ну нету, ну пустота там, ну не обманывайте себя, женщины, пожалуйста. Ну отпустите этих животных из своей жизни, уходите, они вас уничтожат. Самое омерзительное, что чаще всего женщины, которые уже один раз пострадали, да, они снова встречают подобную мразь. Потому что они в душе очень добрые, и одинаковый мусор тянется в их жизнь. Вот они освободились от одного чудовища, и их израненная душа, их усталая душа так хочет нежности, понимания, человечности. И в этот момент встречается второе чудовище, которое может быть хуже того чудовища, которое был. Второе чудовище встречается, и ты этому чудовищу, к сожалению, открываешь душу и говоришь: ты знаешь, вот в моей жизни был такой случай, мне было так тяжело. Я так хочу, чтобы это все забылось. Я хочу новой жизни. Это чудовище слышит, мотает на ус, в какой-то момент тебе это все возвращает. Тебе все это... Да не зря же с тобой вот не жили, вот тот мужик же не зря убежал, хотя никто не убегал, ты избавилась еле, да? Ты ждешь защиты от этого человека, ты ждешь любви. А он тебя упрекает тем, что ты с ним поделилась своей болью, объяснила, открыла душу. Он тебя упрекает этим, он тебя высмеивает, он напоминает тебе твою боль. Знаете, это как вот через жернова пропускает вот душу. Вот так молотят хорошо, вот измолотили и уничтожили. Либо сломается эта женщина, либо превратится в бесчувственную тварь. Вот со временем потом мужчины говорят: вот вы, бабы, нас используете, не любите, бесчувственные, вот вам только деньги, давай только возможности. Дорогие мужчины, вы сами нас делаете такими бесчувственными. Любая женщина, которая бесчувственная тварь, когда-то очень любила, когда-то была верной, когда-то была преданной. Но поняв, что от вас толку никакого нет, она становится бесчувственной, понимаете? Ей уже все равно на вас. И она говорит: что я буду иметь с этого мужика? Деньги, машины, давай, я не против. Но без этого пошел вон. И вы говорите: вот как не стыдно, это же, ты же женщина, ты должна любить. Да любила она, любила и понимает, что от любви никакого толку нет, ни хрена. Одна боль, одно разочарование, одно насрание в душу. Зачем мне это надо, думает она. Да я получу все, что мне надо, и до свидания, все. Какая любовь? О чем вообще речь? Что за детский сад? Какая любовь? Видали мне эту любовь в гробу? Видали эту любовь несколько раз. От одного чудовища до другого мы видали эту любовь. Зачем она нам нужна? Мы хотим карьеру, денег, взлета, мы хотим славы, мы хотим признания, нам больше ничего не надо. Я помню, одна из советских певиц, когда говорила, что: вы знаете, я столько прошла боли, я столько раз хотела создать семью, я столько раз хотела быть любимой, любить, я столько делала для того, чтобы чувствовать себя женщиной, отдавать и получать, и в конце концов поняла, что это все ерунда, и говорит: вы знаете, что я сейчас чувствую к мужчинам? Вот подходит молодой человек и говорит: вот такая замечательная, вот да я за такую женщину на край света, вы вот это, то. И я, говорю, смотрю на него, улыбаюсь, а сама думаю: мне надо завтра декорации поменять, мне костюмы там шить надо, не забыть завтра там позвонить, чтобы, значит, сделали все как положено. Вот и все. У меня других мыслей нету.
Потому что я знаю, чего стоят их клятвы, я знаю, чего стоят их слова, я знаю, чего стоит слово «люблю», я знаю, чего стоит «я без тебя жить не могу», «да я за тебя», «да я это», «да я то». Да. Дорогие дамы, тот ритуал, который я вам подарю, можно и мужчинам, конечно, но больше всего женщинам это надо. Во-первых, отпустите этих недочеловеков из своей жизни. Они не стоят страданий и мук. Не пытайтесь им объяснить, это бесполезно. Там нет человека, там нет души, там хуже животного. Хотел сказать животное, но не стала оскорблять животных. Там даже животного нет. Вы говорите со стеной. Вы говорите ему: мне обидно и оскорбительно, что ты так со мной поступаешь. Мне больно, что тебе даже все равно, как я выгляжу, как я работаю, как я себя чувствую, тебе плевать. Ты приходишь только, когда тебе что-то надо от меня. Но ты никогда не думаешь о том, как я живу, что я чувствую. Тебе все равно. В ответ ты получишь: ну и чё, да ладно, отстань, да хватит, да все, хватит, да потом поговорим. Все. Не пытайтесь до них достучаться. Они просто, им не нужно это, дорогие друзья. Они не то, что не слышат и не понимают, им просто это не надо. Им абсолютно глубоко насрать на вашу боль, на вашу душу, насколько вам тяжело, насколько это болезненно, насколько это обидно. Им абсолютно чихать. Пока могут пользоваться вами, они будут пользоваться. Когда уже окончательно поймут, что нет, 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 ни в какую, вот тогда отстанут с великим скандалом, великим трудом. И то, знаете, сожгут остаток души, сделают еще хлеще, угрозы, опустятся до шантажа, опустятся до того, что ваши фотографии, может, где-нибудь выставят, опустятся до самых грязных поступков и потом отстанут. И никогда не бойтесь таких тварей. Они никогда ничего не сделают. Никогда. Во-первых, у них нет морального права на это. Во-вторых, они очень продуманные твари. И никогда не думайте, что они что-то с собой сделают. Это вот я убью себя, вот я убью тебя. Да ничего ты не сделаешь. Ты никто просто в этой жизни, чтобы что-то делать. Я вам подарю этот ритуал. Но учтите, если вы этот ритуал провели, больше обратной дороги нет. Что бы этот человек уже не делал, не говорил, обратной дороги нет. Во-первых, этот ритуал остудит эту любовь окончательно. Да даже если не любовь, эту обиду, эту боль, убьет внутри все. Все сожжет и уничтожит. Во-вторых, назад дороги нет. Если вы отреклись от него перед лицом Бога, то есть богов, извиняюсь, и верховного Бога, и богов, и людей, и судьбы, и памяти предков, больше этот человек в вашу жизнь вернуться не может. Вам теперь будет все равно, живой он или мертвый. Знаете, иногда некоторые женщины предпочитают, чтобы он умер. Потому что когда умирает человек, как-то легче становится, как ты и прощаешь мертвому, и как-то спокойнее. Ты понимаешь, что больше никто тебя не обидит, не обзовет, не унизит, не будет шантажировать, не будет запугивать, не будет угрожать. Знаете, как хорошо? Иногда лучше, чтобы они умерли, чем жили, потому что жить вот в такой ненависти к себе, да лучше сдохнуть. Вам нужно взять черную глину, потому что глина считается ближе всего к человеческой плоти. И говорят, что человек превращается не в землю, а в глину. Сожгите его фотографию, перемешайте этот пепел с глиной. Вам нужно найти черную восковую свечу, именно черную. Очень желательно. Можно, конечно, но лучше сделать как положено. Вот ставите, вот это все перемешайте и ставите посреди, как, знаете, как могила. 4, значит, десятки, вообще можно пятаки, десятки, одинаковые монеты. Это не сюда, это потом, на перекресток. Читайте 4 раза. Догорает свеча, огарок свечи можете ночью делать, можете днем. В течение 1 дня вынести огарок свечи и вот эту всю массу, значит, завязать в узел,
отнести на перекресток. Эти 4 монеты на каждую дорогу положите и говорите, потом скажу что. И все, вам станет легче. Полностью вам будет уже все равно на него. Никакой жалости, никакого сострадания к нему. Ничего не останется. И прекрасно. Тем самым вы быстрее от подобной твари избавитесь. Я сегодня перед лицом богов, перед памятью предков, перед миром живых и миром мертвых даю страшную клятву. Я отрекаюсь от тебя. Закрываю пред тобою двери своего сердца и своего дома. Я проклинаю день нашей встречи. Я бросаю в черную бездну любовь и трепет, мечты и грезы. Тебя больше нет. И возврата нет. Я отрекаюсь от тебя. Перед миром и людьми, перед тьмой и светом. И заявляю я об этом. Я больше не желаю тебя оберегать. Я больше не хочу тебя жалеть и потакать. Отныне мне безразлична твоя судьба. Живой ты или мертвый, мне не нужен. Свидетель этому разрыву — луна и солнце, земля и вода, крик младенца и стон умирающего. Видят боги мою израненную душу. Я даю клятву, что слово не нарушу. Я не прощаю, я тебя отпускаю, сердце от боли освобождаю. Отныне не быть мне в рабстве чувств. Я отрекаюсь от тебя. Я возвращаю тебе боль. Отныне ты не смысл жизни. Отныне ты пустота и ноль. Я проклинаю час нашей встречи. Пусть поглотит тьма все воспоминания и излечит душу после терзания. Через жернова мою душу пропустили. В сердце всякое сострадание убили. Уничтожили любовь. Да не воскреснет она вновь. Я отрекаюсь. Перед богами каюсь, что чувству отдалась и чуть не сломалась. Чуть не сгинула, но вовремя ад покинула. Пропади пропадом. Я не вернусь до самой могилы своей и до тризны. Не желаю я более любви. Убейте, боги, во мне чувства. И жалость, как камень бездушен, так и я бездушна. Я отрекаюсь от тебя на вечные века. Возврата не будет, клятву не нарушу. Спасаю свою душу от невыносимой боли, от адской страшной доли. Иди, моя душа, на вольную волю. Более не быть тебе в плену чувств. Отрекаюсь я от тебя навеки. Как не нужен камню поцелуй, так и ты мне отныне ни к чему. Ни жарко и ни холодно. Ни холодишь, ни греешь. Все к тебе умерло, прошло, освободилось. Истинно так. Благодарю вас, боги, что убрали его с моей дороги. Заклято. После того, как свеча догорит, нужно было зажечь. Но это ничего страшного, я, в принципе, показываю вам, как надо. После того, как свеча догорит, вместе с этим всем завязать в узел, отнести на перекресток. На каждой дороге положите одну монету и говорите: отпускаю тебя на все 4 стороны света. Отрекаюсь. Одно и то же говорите 4 раза. Оставьте как есть и уходите. Вам станет абсолютно все равно. Потому что женщина всегда хочет понять, всегда хочет найти ответ, всегда хочет все же поставить точку, всегда хочет объясниться, выяснить это все, понять, почему, за что, зачем, донести до сознания. Это бесполезно. Не всякий, кто говорит, что любит, на самом деле любит. Дорогие женщины, запомните, любовь – это забота. Если заботы нет, значит нет любви. Нету любви без заботы.
невозможно. Если человек говорит, что любит, и никогда не спросит, что ты ел, где ты спишь, как себя чувствуешь, какая у тебя проблема, как тебе помочь, этот человек тебя не любит. Он просто делает вид, что любит для того, чтобы тебя использовать. Более ничего. Но нереально, невозможно, чтобы человек, который тебя оставил на улице ночью, поехал сам кутезничать и гулять дальше, невозможно, чтобы этот человек тебя любил. А вдруг тебя этот таксист отвезет в лес, что-нибудь с тобой сделает? Он же об этом не думал, ему было чихать. Невозможно, чтобы человек, который видит, что тебе больно, дальше продолжал причинять эту боль и при этом говорил, что любит тебя. Это нереально, так не бывает. Любовь – это забота. Нет заботы, нет любви. Все остальное – вранье с какой-то целью. У каждого своя цель – врать. Ну вот для чего-то врет человек. Но то, что не любит, это однозначно. Любящий человек боли не причиняет. Любящий человек не опустошает душу. Любящий человек не угрожает. Знаете такое выражение? У любви всегда наготове завещание. То есть любящий человек даже может отойти в сторону, понимая, что тебе будет лучше с другим человеком, например, если он действительно любит. Любящий человек не доведет до отчаяния. Любящий человек не доведет до болезни, до могилы. Никогда. Если человек говорит, я вот такой, я грубый, я нехороший, но я люблю тебя и так далее, не верьте этому человеку. Нет у него никакой любви. И не было никогда. У него была просто корыстная цель. И весьма обидно и омерзительно, когда женщина чувствует, какой бы она ни была, хоть толстой, хоть худой, хоть умной, хоть дурой, хоть глупой, его это не волнует. Даже это ему все равно. Потому что ему самое главное – это прийти где-нибудь поспать, где-нибудь пожрать, где-нибудь деньги взять, поехать гулять, поехать там свои эти кайфы получить. Или если даже он сам может, способен заработать, все равно он ищет в этой женщине какое-то пристанище, какое-то, знаете, как гостиница. Пришел, поел, поспал, отдохнул, дальше пошел. Ему абсолютно нет дела, что здесь происходит, что у нее с душой, что у нее в жизни, плохо ей или хорошо. Зачем вам это нужно? Зачем нужен вам груз? Лучше быть одной, чем с подобными трупами, понимаете? Потому что там, где нету души, это труп. Это все равно, как рядом лежит труп. И ты трупу говоришь, послушай, мне больно, мне нехорошо. Ты мне причиняешь боль, ты понимаешь, я человек, мне нужна забота, мне нужна любовь. Труп, эй, послушай меня. Ну, пожалуйста, ну пойми уже, мне же нехорошо. Вы говорите с трупом, там труп. Понимаете? И то, что он дышит, говорит, ест, ходит, это не говорит, что там есть человек. Это живой труп. Человек бездушный, бессердечный, жестокий, бесчеловечный. Недочеловек, нелюдь. Ну и что он красивый или там обаятельный? Нелюдь. Вы встретили чудовище. Отпустите это чудовище дальше. Всем удачи.